Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой сравнительный видеообзор, и мы рассмотрим евросидельные тягачи от костромских брендов Автоистория и Startscale Models. Модель слева – это самая свежая новинка в коробке SSM КамАЗ 54901, который появился в продаже в апреле 2021 года. Модель справа – это сидельный тягач от Автоистории. Машина поступила в продажу в 2017 году, и модель от SSM мне обошлась за 6500 рублей. Этот грузовик продавался в наборе с полуприцепом Нефас, а модель МАЗа я покупал отдельно. И этот грузовик, по-моему, стоил 1500 рублей, плюс-минус 50 рублей, уже не вспомню точную цену. И обе модели можно назвать вполне удачными. На них был большой ажиотаж, и грузовики были распроданы еще на стадии предзаказа. Но по традиции Кострома любит перевыпускать грузовики впоследствии, в других схемах окраски. Я более чем уверен, что и КамАЗ, и МАЗ мы еще не раз увидим в различных вариантах исполнения. И здесь хорошая задумка, но вот качество сборки и покраски оставляет желать лучшего. И если смотреть на последнюю продукцию костромских брендов, то качество сильно упало. И, например, этот МАЗ-5440 более аккуратно собран и окрашен, чем дорогостоящее изделие, хотя у него тоже встречается очень много брака. И также я вам приготовил еще два сидельных тягача. Это DAF XF от французского бренда Illigor и еще один МАЗ-5440 от Автоистории, только с обновленной кабиной. И как раз мы можем посмотреть, чем друг от друга отличаются МАЗы и отличаются ли они от продукции SSM, кроме цены. И давайте начнем с обзора МАЗ-5440. Этот грузовик я вам уже показывал на основном канале, и ко мне модель пришла не в самом лучшем виде. Здесь очень много бракованных элементов. Это и криво установленные детали, и поломанные детали, которые почему-то пропустили в продажу. И, конечно, здесь не самая лучшая покраска, потому что пластиковые элементы сильно отличаются от металлических, окрашенных в тот же цвет. И, видимо, детали совершенно не подготавливаются перед покрасочными работами. Но у этого МАЗа лучше проработка, чем у современного КамАЗа. Здесь, во-первых, дверные ручки в виде отдельных деталей, также поворотники на боковых крыльях в виде прозрачных пластиковых элементов. Но есть и упрощение. Это огни автопоезда на крыше, которые просто обозначили оранжевым лаком. И также лючок здесь черного цвета, хотя у настоящего автомобиля он должен быть прозрачным, просвечивать. Если вы посмотрите на интерьер кабины, то здесь окрашены сиденья, также спальное место, панель приборов и рулевое колесо. Здесь из пластика, окрашенного в массе, также методом тампопечати нанесли различные приборы: спидометр, тахометр, вентиляционные отверстия. Зеркала заднего вида здесь отлиты вместе с ножками, и зеркальца нанесли просто серебристой краской. Конечно, нужно было сделать этот элемент хотя бы из самоклеющейся фольги. Вполне хорошие колесные диски, они окрашены серой краской, присутствуют сквозные отверстия, а вот покрышки здесь совершенно непонятно для какого автомобиля. Во-первых, совсем странный боковой рисунок, без какой-либо маркировки, не очень понятный протектор, и здесь покрышки идентичны на передней и задней оси, хотя у современных евротягачей задние покрышки должны отличаться по рисунку. Присутствует запасное колесо, окрасили выхлопную трубу, довольно хорошо проработан передний мост, и на топливном баке написана модель грузовика МАЗ-5440, масштаб 1:43, марк Унтойс, и модель изготовлена в Китае. И этот вариант не сильно отличается в плане проработки от более дорогостоящего изделия в коробке Startscale Models. Единственное, у последнего дворники из фототравления, также окрашены навесные пластиковые детали. И также модель поставляется в прозрачном боксе, хотя бокс вы можете при желании приобрести отдельно. И здесь вполне хорошие задние фонари, правда установлены они не очень аккуратно.
окрасили оранжевым лаком поворотники, также обозначили огни заднего хода, рабочее седло. Ну и у этого грузовика откидывается кабина и окрашен двигатель. Трубу выделили серебристым цветом, как и турбокомпрессор, и также здесь присутствует короб воздушного фильтра, и воздуховод выходит на правую сторону грузовика. И давайте я вам быстро покажу еще один МАЗ-5440. Повторюсь, эти грузовики друг от друга отличаются только оформлением передней части. Точно такая же кабина, точно такая же ходовая часть. И салон даже окрасили в точно такой же серый цвет. И в плане дизайна мне этот грузовик нравится больше. Здесь как-то более гармонично смотрится передняя часть на современном МАЗе. Решетка, на мой взгляд, выглядит не так симпатично, хотя это лишь дело вкуса. Если вы посмотрите на ранние версии, проще смотрится светотехника, несмотря на то, что серебристой краской обозначили подложку. Если бы здесь были рассеиватели, фары смотрелись бы более презентабельно, и то, как реализована светотехника, лучше сделано на желтом варианте с обновленной кабиной. И давайте я вам покажу, как здесь выглядит моторный отсек. Повторюсь, разницы между ранним и обновленным вариантом здесь никакой нету. И как раз вы можете посмотреть, здесь тоже на лакокрасочном покрытии встречаются различные соринки, например, с правой стороны. Но в целом этот грузовик собран и окрашен лучше, чем желтый вариант. И давайте перейдем к обзору КамАЗ 54901 от ССМ. И глядя на эту модель, можно сказать, что последняя продукция от Starscale Models в плане проработки точно такая же, как у ранних моделей от Автоистории. И наблюдается такая тенденция к сокращению мелких деталей, к удешевлению производства, и, конечно, это не радует. Растут только цены, а модели с каждым годом все упрощаются и упрощаются, и такое ощущение, как будто скоро ССМ вообще канет в лету и будет доступна только журнальная продукция и машины от Автоистории, которые сегодня тоже уже сильно упрощены. Но здесь мне очень понравилось то, как окрасили салон. Сиденья двухцветные, также окрасили панель приборов, рулевое колесо. Наклеили небольшие декали, имитирующие воздуховоды, спидометр, тахометр. Здесь зеркала заднего вида тоже отлиты вместе с ножками, но добавили небольшую самоклеющуюся фольгу. Дверные ручки, габаритные огни и огни автопоезда здесь просто нанесли краской. Конечно, можно было их сделать в виде отдельных прозрачных элементов, как на аналоге Model Pro. И здесь также очень просто смотрится светотехника. И уже говорил, повторю еще раз, здесь мне очень не понравилось, как сделали реализацию решетки радиатора. И решеточка мне больше понравилась на смоляном варианте из набора AVD Models. Вполне хорошо проработана ходовая часть, тоже окрасили топливные баки, выхлопную трубу, коробку передач. И здесь уже лучше покрышки. Отличается протектор на передней и задней оси, и лучше проработаны колесные диски. Задние фонари, хотя здесь тоже имеют ряд недоработок. Это и черные точки, и можно было их сделать более выразительно. И давайте в заключение покажу вам модель DAF от Eligor. Конечно, этот грузовик стоит в 2 раза дороже, чем аналог от SSM. Но, например, если бы Madimio разрабатывала модели на европейский рынок, я думаю, они вполне успешно бы конкурировали с этим дорогостоящим изделием. Но, возможно, и выйдут различные Scania, DAF в коробочках Starscale Models, потому что это тоже огромная ниша, которую можно при желании занять. Здесь тоже откидывается кабина, окрашен двигатель, также присутствуют перекидки, и у этого грузовика лучше проработан интерьер кабины. На сиденьях есть небольшие декали, которые имитируют узор. Также хорошо окрашена панель приборов, а дворники здесь сделаны из тоненького пластика. Их можно было сделать из фототравления. Присутствуют небольшие
большие оранжевые мигалки, также клаксоны, зеркала заднего вида здесь сделаны чуть проще, чем у варианта SSM, но отлично получилось сделать шильдики. Это тонкая самоклеющаяся фольга, и они читаются очень хорошо. И дверные ручки здесь также сделаны в виде отдельных пластиковых элементов. Хорошие колесные диски, немного просто выглядят покрышки, и, конечно, эту резину лучше заменить на аналог от Maestro Models. И у Maestro, по-моему, есть шины Continental и Cormoran. И, возможно, я в будущем поставлю сюда другую резину, и тогда уже покажу, как это будет выглядеть модель после небольших доработок. Тоже топливные баки окрашены серебристой краской, окрашена часть глушителя, массивная передняя балка из металла, и здесь чуть проще сделан задний мост, но модель тяжелее из-за того, что здесь более массивные металлические детали, а у костромского варианта преимущественно пластик, и из металла только кабина и рама, а вся навеска это легкие хрупкие детали. Так что вот такой небольшой сравнительный видеообзор, который я хотел сделать в рамках этого современного выпуска. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный КАМАЗ, что вы думаете о современных костромских моделях, почему у них такая высокая цена, такое низкое качество сборки. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, подписывайтесь на этот и на основной канал, если вы не сделали этого раньше, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на этих каналах. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.